种阴影。看来那一天很快就能到来了。你可要早点突破到斗帝啊！我等的可是真的有点不耐烦了。Зал душ – главный враг Сяо Яня на данном этапе. Нам уже показали его сильнейших экспертов, главу Зала душ по имени Хунь Мишень на 5-й звезде Святого, а также заместителя главы, что явился прямо на собрании Альянса Сяо Яня, его сила Святой 3 звезд. Теперь, образовав мощный союз, Сяо Янь начнет действовать более активно. Первый шаг – поиск филиалов Зала душ, наподобие того, где держали Яо Лао и их тотальное уничтожение. В Зале душ много филиалов на центральных равнинах, всего их 24, и они имеют большое значение. В Зале душ их называют залами Диша. Филиал, в котором был заключен Яо Лао, был одним из этих залов Диша. Над залами Диша находятся залы Тяньган. Эти залы имеют еще большее значение для Зала душ. Залы Тяньган разделены на небесный, земной и человеческий. Небесный зал является штаб-квартирой Зала душ. Земной зал находится под руководством заместителя главы Святым 3 звезд, в то время как смертный зал управляется 1-м и 2-м Тяньзунами. 3-й Тяньзун погиб от руки Сяо Яня. 2-й, Гую, только мнимый святой высокого уровня, его можно не опасаться. С нынешней силой Сяо Яня они действительно могли его разрушить. Сяо Янь холодно улыбнулся. Он по-настоящему ненавидел Зал душ. Множество раз он почти умирал после встреч с ними. Ему стоит вернуть им небольшой должок. Поэтому Сяо Янь вызвался лично взять это дело. Основатель Хо Юнь и остальные защитят павильон. Яо Лао, конечно же, решил пойти с Сяо Янем. На его стороне также будет Цзы Янь, святой 4 звезд. Не так уж много экспертов на центральных равнинах, что способны справиться с ней. Даже сам глава Зала душ не сможет легко одолеть Цзы Янь. Итого группа с Сяо Янем во главе покинула павильон, они отправились уничтожать Зал смертных. Горный хребет захоронения располагался в пересечении между западным и южным регионами центральных равнин. Темная аура смешалась с насыщенным трупным запахом. Вспыхнули лучи света, раскрывая взору несколько человек. Рядом виднелось легкое искажение в пространстве. «Здесь установлен пространственный барьер, они обнаружат нас сразу же», — объяснил Яо Лао. Сяо Янь слегка кивнул и бросил взгляд на Цзы Янь. Она улыбнулась и просто махнула рукой. Пространство вокруг искажения вдруг заколебалось и преобразовалось в пространственный купол. «На этот раз нет нужды оставлять никого в живых», — решительно велел Сяо Янь. «Зал душ. Наконец-то пришло время решить нашу вражду. Я ведь не поздно, не так ли?» В центре находилось большое здание, чрезвычайно темная и ужасная аура исходила именно от него. Со стен свисали черные цепи. Атмосфера выглядела невероятно мрачной. Наконец взору предстали 10 человек, протекторы. Они разговаривали между собой о задаче по сбору душ. Они напали на несколько городов, принадлежащих Альянсу Небесного Дворца. В результате получили большую награду от 1-го Тяньзуна. Пространство вокруг них застыло. Они с силой о него ударились, но даже не успели закричать от боли, так как сила пространства сдавила их и отправила в небытие. Группа Сяо Яня ступила на землю. «Как смеете вы врываться на территорию Зала душ? Вы все ищете смерти!» Множество человек ринулось на группу Сяо Яня со всех сторон. Сяо Янь лишь улыбнулся, когда враги ринулись на него. Эта шайка внезапно осмелела. Он махнул рукой и явил море огня. Все протекторы тут же исчезли. Самые слабые из них уровня предка даже не успели издать жалкие вопли перед смертью. Море огня разлеталось. Только сейчас они поняли, что перед ними далеко не смертники, а подготовленная группа. «Ублюдок! Да как смеешь ты высокомерно вести себя на территории Зала душ? Ты, должна быть, устал от жизни! Тяньзуны, схватить их!» Приказал всем старый монстр Гую. Более 10 человек вылетело из здания и воспарило в небе. Каждый из них был на уровне почтенного воина. Они уставились на группу Сяо Яня. «Ха-ха-ха! Ты смеешь выставлять впереди простых почтенных воинов? Гую, лучше бы тебе лично выйти вперед!» Громко рассмеялся Сяо Янь и шагнул вперед.
указывая рукой на группу старейшин зала душ. Он сжал ладонь, сжимая пространство в той точке. И как только ладонь сжалась, более десятка старейшин превратились в кровавые ошметки. Даже их души оказались разорваны. Со своей силой святого 2 звезд эксперты уровня почтенных воинов даже должного сопротивления не смогли оказать. И тут Сяо Янь заметил что-то неожиданное. «Пламя морского сердца?» — воскликнул про себя Сяо Янь. Среди пойманных экспертов он заметил одного человека. На его поверхности горело лазурное пламя, но он с одного взгляда сумел опознать его происхождение. «Старик Мугу!» Сяо Янь махнул рукой, а невидимая сила схватила того человека и притянула его к нему. Сяо Янь был удивлен, а старик с другой стороны был шокирован настолько, что не мог прийти в себя. С тех пор, как он потерпел поражение во время похищения пламени 3000 звезд, его послали в зал смертных. Он собирал души за пределами центральных равнин. Хотя он иногда слышал о возросшей силе Сяо Яня, но никогда не проверял слухи. Поэтому при личной встрече он наконец-то понял, что так называемая возросшая сила куда более пугающая. «Святой, ты на самом деле прорвался на уровень святого!» Дрожащим голосом вопрошал старик Мугу. За несколько лет член младшего поколения, который когда-то с большим трудом улепетывал от него, стал настолько сильным. Прошло столько лет с нашей последней встречи, но я постоянно сожалел. Пламя морского сердца тоже небесное пламя. Пустая потеря природного ресурса — оставлять его у тебя. Раз я снова тебя встретил, давай его сюда. Рассмеялся Сяо Янь. Он коснулся рукой головы старика Мугу и высвободил из ладони дикую силу поглощения. Он собирался силой выдворить эссенцию небесного пламени из тела старика. Но тут послышался свирепый вопль. Пока Сяо Янь хотел силой вырвать небесное пламя, черный силуэт ринулся вперед, а от него в атаку устремилась огромная цепь прямо на Сяо Яня. Это вмешался Гую. Но что простой мнимый святой может сделать Сяо Яню, святому 2 звезд? «Гую, ты слишком высокого о себе мнения!» — покачал головой Сяо Янь. Он щелкнул пальцем, и тот отлетел назад, ударившись о стену. В следующий миг Сяо Янь сжал ладонь и выдернул эссенцию синего пламени из тела старика Мугу. В тот же момент его аура заметно ослабла, как будто бы он получил тяжелейший удар. Небесное пламя, 15-е в рейтинге, что вначале принадлежало Хань Фэну, а после этого старику Мугу, теперь обрело достойного хозяина — Сяо Яня. Глаза старика Мугу налились кровью, когда из его тела вытянули пламя океанического сердца. Его тело тут же начало раздуваться в попытке саморазрушения. Но Сяо Янь просто махнул рукой. Волна невероятного ветра яростно ударила в старика Мугу, разорвав его тело на кровавые атомы. Почтенный воин из зала душ, который в прошлом причинял так много проблем Сяо Яню, теперь не получил возможности даже совершить самоуничтожение. Сяо Янь посмотрел на эссенцию пламени в своей ладони. Следом он раскрыл рот и поглотил ее. При его нынешней силе поглощение пламени морского сердца не принесет большого роста его силе, но оно крайне полезно для увеличения мощи пламенного лотоса ярости Будды. Ведь чем больше видов пламени в лотосе, тем он мощнее, а пламя морского сердца на 15-м месте было далеко не худшим вариантом. Хотя пламя преобразования жизни тоже сильно, но оно по природе всего лишь являлось псевдонебесным пламенем. Только при помощи пламени морского сердца Сяо Янь сумеет высвободить истинную мощь пятицветного пламенного лотоса уничтожения. Когда Сяо Янь успешно поглотил эссенцию пламени, святой Гую уже возник в воздухе. «Мои извинения, но я планировал превратить это место в море крови», — улыбнулся Сяо Янь. А Цзи Янь уже закрепила любые пространственные колебания, которые могли бы вырваться из этого места. Даже если его враги владели пространственным нефритом для призыва экспертов из клана Хунь, они не смогут им воспользоваться. Сяо Янь тут же почувствовал, что мнимый святой Гую был не один. Первый Тяньцзун прекратил прятаться. «Какое высокомерие! Ты вправду думаешь, что можешь так себя вести, даже если и прорвался на уровень святого? Клан Хунь с легкостью может прикончить тебя!» Тот самый первый Тяньцзун зала душ. Именно его рассчитывал встретить Сяо Янь.
Согласитесь, Гую уровня Баншен для Сяо Яня не соперник, а вот первый Тяньцзун на уровне Святого Двух Звезд хоть какой-то намек на битву. И мы этого ждем. Первый Тяньцзун начал слишком уверенно. «Раз ты сам к нам пришел, я заберу твою жизнь». «Еще неизвестно, кто заберет чью жизнь», — рассмеялся Сяо Янь. Именно этот первый Тяньцзун вмешался и спас Гую в прошлый раз. Сяо Янь тогда не мог с ним сражаться, но теперь все иначе. Первый Тяньцзун — средний уровень Святого Двух Звезд. Вот почему он оказался немного сильнее даже при нынешнем уровне развития Сяо Яня. Нас ждет интересная битва. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о пламени морского сердца, что заполучил Сяо Янь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.